Всем привет! Сегодня делаем африканский цветок. Начинаем с того, что делаем узелок. Вот так вот аккуратно перекрещиваем нить, захватываем крючком и затягиваем. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Видео некоторое время будет светлым, чтобы лучше видеть. Находим самую первую петельку возле узелка и вставляем туда крючок. Забираем нить, делаем соединительный столбик. Получилось колечко, и хвостик нити оборачиваем вокруг этого колечка, чтобы потом в процессе вязания оно само спряталось. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и 1 столбик с накидом в центр кольца. Накид, вставляем крючок в центр колечка, забираем нить, проводим нить через 2 петли на крючке и еще через 2 петли на крючке. Вот так делается столбик с накидом. 1 воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Все делаем в центр. Первый столбик. Второй столбик. Воздушная петля. И еще 5 раз. 2 столбика с накидом и 1 воздушная петля. Немного подтягиваем вязание, чтобы все поместилось. Теперь делаем 2 столбика с накидом. И в третью петлю снизу делаем соединительный столбик. Первая, вторая. В третью петельку вставляем крючок, забираем нить и проводим ее через петлю на крючке. Теперь 1 воздушная петля и отрезаем нить. Теперь перевернем вязание на изнаночную сторону и хорошенько затянем центр круга. И теперь можно отрезать кончик. Теперь возвращаем вязание на лицевую сторону и будем вязать следующий круг.
Вставляем крючок в большую дырочку справа от хвостика. Берем нить нового цвета. Хвостик нового цвета оборачиваем вокруг крючка. Дальше хвостики держим вместе, чтобы потом в процессе вязания их привязать. Делаем 3 воздушные петли. И туда же 1 столбик с накидом. Одна воздушная петля. И туда же 2 столбика с накидом. Теперь такие же конструкции будем вязать в следующие большие разъемы. То есть они повторяются, видите, каждые 2 столбика черных внизу. И в каждый этот разъем будем делать 2 столбика с накидом, 1 воздушную петлю и 2 столбика с накидом. Делаем первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, туда же. 1 воздушная петля и еще раз первый столбик с накидом и второй столбик с накидом. И такой же узор повторяем дальше по кругу. Вот сюда. То есть в каждый из этих промежутков делаем 2 столбика с накидом, 1 воздушную петлю и 2 столбика с накидом. Получается 8 таких вот лепесточков. И сейчас в самом конце сделаем соединительный столбик в 3-ю петельку снизу. Забираем нить и проводим в петельку на крючке. Первый ряд этого цвета готов. Приступаем ко второму ряду. Находим в этом треугольничке центр. Делаем туда соединительный столбик. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И туда же 6 столбиков с накидом. Накид, вставляем крючок. Проводим через 2 петли и через 2 петли нить. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. И туда же 6. И далее по кругу делаем по 7 уже столбиков с накидом. Тоже в центр вот этого треугольника. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И 7. Вот так по 7 столбиков с накидом делаем по кругу. А я вернусь в конце круга. Получилось 8 лепесточков. И делаем соединительный столбик в 3-ю петлю снизу. 1, 2, 3.
соединительный столбик, потом 1 воздушная петля и отрезаем нить. Пока перевернем на изнаночную сторону и отрежем торчащие кончики нитей. И снова перевернем вязание на лицевую сторону. Теперь будем эти лепестки обшивать красивой каемочкой. Берем нить нового цвета, вставляем крючок в ближайшую петельку от узелка справа. Просовываем через 2 дуги крючок. Забираем нить нового цвета. Кончик нити оборачиваем вокруг вязания, чтобы потом его просто спрятать в процессе вязания и отрезать. И делаем 1 воздушную петлю. Теперь делаем 7 столбиков без накида. Вставляем крючок в ближайшее пространство слева, забираем нить и проводим нить через 2 петли на крючке. Это первый столбик без накида. И осталось еще 6. Вставляем крючок в ближайшую слева петельку в 2 дуги, при этом не забывая кончики нитей сзади тоже провязывать. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик без накида. Пятый. Шестой. И 7. Как вы видите, 7 столбик делается как раз в вершину 7 столбика в предыдущем ряду. А теперь делаем очень высокий столбик с 1 накидом. Вот в это пространство. Накид. Крючок вставляем в пространство вот там внизу. Забираем нить. На крючке 3 петли. Проводим нить через 2 петельки на крючке и еще через 2 петельки. Вот такой высокий столбик с 1 накидом получился. Далее делаем 7 столбиков без накида. Вставляем крючок в самую ближайшую петельку в обе дуги. Делаем столбик. И так 7 раз. Второй столбик без накида. Третий столбик. Четвертый. Пятый столбик. Шестой. И 7. И теперь снова делаем 1 столбик с накидом. Делаем накид, вставляем крючок в самое нижнее пространство. На крючке 3 петельки, проводим нить через 2 петли и через 2 петли. И вот так повторяем по кругу, то есть 7 столбиков без накида и 1 столбик с накидом. А я, как обычно, вернусь в конце круга. Здесь я только что сделала 7 столбиков без накида и делаем 1 столбик с накидом. Накид, вставляем крючок в пространство между лепестками и проводим нить через 2 петли на крючке и еще через 2. Теперь осталось сделать соединительный столбик. Вставляем крючок вот в это пространство.
между двумя столбиками. Захватываем нить, проводим через петлю на крючке и делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. Теперь цветочек можно обшить в ромб, а можно в квадрат. В этом видео обшиваю его в квадрат. Вставляю крючок в ближайшую к узелку петельку, которая справа находится. Забираю нить, хвостик оборачиваю вокруг. И делаю 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь вставляем крючок в ближайшую слева от узелка петельку. Не забываем про кончики нитей. И делаем столбик без накида. Столбиков будет 4. Это первый столбик. Далее делаем в ближайшую петельку второй столбик без накида. Третий столбик без накида. И четвертый столбик без накида. Следующие 2 петельки пустые пропускаем. Первые 2 пропускаем и в третью делаем одну воздушную петлю и 3 столбика с двойным накидом с одной вершиной. Делаем двойной накид. В третью петельку вставляем крючок, забираем нить. Проводим нить через 2 петли, еще через 2 петли и делаем снова двойной накид, достаем нить, проводим через 2 петли на крючке, еще через 2 и в третий раз делаем двойной накид, забираем нить, проводим через 2 петли на крючке, еще через 2. И теперь проводим нить через все 4 петли на крючке. Теперь делаем 3 воздушные петли. И точно такой же тройной столбик с двойным накидом и с одной вершиной. Туда же. Двойной накид, туда же вставляем крючок, забираем нить, через 2 петли, через 2 петли и еще раз двойной накид, туда же вставляем крючок, забираем нить, через 2 петли, через 2 петли и через 4 на крючке. Это у нас получился уголок квадрата будущий. Делаем одну воздушную петлю после него. Теперь пропускаем 2 петли, вот первую, вторую пропускаем, и в третью делаем столбик без накида. Таких столбиков будет 4 подряд. Первый столбик без накида, следующую петлю второй столбик без накида, третий столбик без накида и четвертый столбик без накида. Теперь мы приблизились к середине стороны квадрата. Пропускаем одну петлю и в следующую петельку сделаем один полустолбик с накидом. Накид, вставляем крючок, забираем нить и проводим нить через все 3 петли на крючке.
Теперь снова одну петлю пропускаем, а в следующие делаем 4 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий и четвертый. И мы снова приблизились к углу квадрата. Делаем одну воздушную петлю, пропускаем 2 петельки внизу и в третью делаем наш тройной столбик с двойным накидом. Двойной накид, забираем нить, через 2 петли проводим, через 2 и снова двойной накид, вставляем крючок и теперь через все 4 петли на крючке проводим нить. Теперь 3 воздушные петли и туда же снова тройной столбик с двойным накидом. Таким образом мы завершили одну сторону квадрата. Делаем одну воздушную петлю и далее начнем вторую сторону квадрата. То есть также пропустим 2 петельки, сделаем 4 столбика без накида, пропустим 1 петельку, сделаем полустолбик с накидом, пропустим 1 петельку, сделаем 4 столбика без накида. Здесь мы завершаем квадрат, оказались на середине стороны квадрата. Только что сделали 4 столбика без накида, 1 петельку пропустим, как и обычно в узоре, и сделаем соединительный столбик. Вставляем крючок вот в эту часть, ближайшую, куда вставляется крючок, забираем нить, проводим через петлю на крючке и все. Теперь делаем одну воздушную петлю и отрезаем нить. И у нас останется один ряд сделать, чтобы еще более красиво выглядел квадрат. Берем нить нового цвета, а крючок вставим в ближайшую петельку от узелка слева. Вставляем крючок, забираем нить. Кончик новой нити тоже перекручиваем, как обычно. И сделаем 2 воздушные петли. 1, 2. И далее делаем полустолбики с накидом. Накид, вставляем крючок в следующую ближайшую петельку. Не забываем кончики нити тоже прикладывать. Забираем нить и проводим нить через все 3 петли на крючке. Вот так делается полустолбик с накидом. И далее идем.
Всего будет 4 полустолбика подряд. Это второй полустолбик с накидом. Накид не забываем. Делаем третий полустолбик с накидом. А четвертый полустолбик с накидом сделаем вот в это большое пространство возле уголка. Вот, четвертый готов. Теперь сделаем в самый угол квадрата еще 3 полустолбика с накидом. Накид, вставляем крючок в угол квадрата, делаем полустолбик. Второй и третий. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И туда же делаем еще 3 полустолбика с накидом. Накид. Первый. Второй. Третий. Все, уголок готов. Переходим к следующей стороне квадрата. Делаем 10 полустолбиков с накидом. Первый делаем в пространство возле уголка. И далее в соседние. Накид, вставляем крючок. Второй полустолбик. Третий полустолбик с накидом. Четвертый. Пятый. Вот, дошли до середины стороны. Делаем еще 5. 2, 3, 4. И 5 делаем в пространство рядом с углом большое. Вот сделали 10 полустолбиков с накидом и снова дошли до угла квадрата. В угол квадрата делаем, как обычно, 3 полустолбика с накидом, 3 воздушные петли и еще 3 полустолбика с накидом. Вернемся в конце квадрата. Здесь нам осталось сделать еще 5 полустолбиков с накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И 5. И соединительный столбик. Вставляем крючок вот сюда. Делаем соединительный столбик. И таким образом завершили квадрат. Воздушная петля, отрезаем нить. Квадрат с африканским цветком готов.